Краска это по сути тот же имплантант. Я обычно советую выпить таблеточку антигистамина. Не забываем о нашем клиенте, чтобы ему тоже было удобно. Я рекомендую делать коррекцию всегда. Всем привет, меня зовут Дмитрий Лысенко, я мастер перманентного макияжа. Дмитрий Лысенко – мастер перманентного макияжа со стажем работы 15 лет. Регулярно совершенствует свои навыки и старается привнести что-то новое в каждую работу. Сейчас его основной работой стало освоение волосковой техники бровей. Дмитрий любит, когда от него уходят, преобразившись. Обожает принимать участие в чемпионатах. На одном из них Интерперманент завоевал призовое место. Следующая большая цель – открыть свою обучающую студию в Москве. И сегодня мы будем делать коррекцию волосковой техники бровей. Будем работать несколькими красками органика и минералом. Будем также работать несколькими цветами, укладывать волосок в разных оттенках. Как обычно, для волосковой техники мы используем иголочку единичку 0,25 RLLT. Машинку мы собрали. Сегодня мы будем краски использовать как органику, так и минерал. Мы будем их компоновать. Это мой личный опыт. Краска очень хорошо ложится в минерал, не расплывается, очень мягко. Нету никаких нежелательных оттенков, хотя она и холодненькая, на холодной основе. Органика у нас, да, на теплой основе, но она тоже очень хорошо ложится. Я хочу скомпоновать, чтобы получить идеальный цвет и оттенок, подходящий для нашей модели. Сейчас будем приступать к работе, делать небольшую разметку, наносить анестезию и будем продолжать как обычно. Краску в данный момент мы сейчас пока будем выбирать. Это минерал я возьму четверочку и двойку органику. Будем уже их смешивать в игле. Итак, мы пока закончили наш первый подходик небольшой. Мы сделали совсем маленькую разметочку для того, чтобы у нас уже была готова вся бровка. То, что у нас отторглось в прошлый раз организмом. Все остальное у нас, в принципе, рисуночек остался. Он, конечно, еле виден, но у нас все есть. Вся схемка у нас достаточно видна. Сейчас будем работать на второй бровке. Точно такую же схемку проделаем. Эта бровка обычно у людей у всех, без исключения, остается немного ярче, это немного тусклее. Это тоже обусловлено тем, что организм так избавляется от инородного вещества. Краска это по сути тот же имплантант, который вносится под кожу. И организм наш избавляется, то есть отторгает какую-то часть инородного вещества. Такая проблема, грубо говоря, это исключение из правил, когда очень много отторгается. В основном, конечно, приживаемость пигмента составляет около 70-80%. Как показывает практика, коррекцию, конечно, лучше делать. Коррекция делается не только для того, чтобы исправить нюансы какие-либо, да, после отторгаемости. Некоторые наши девочки, не замечая, не приходят на коррекции, и в дальнейшем начинается очень быстрое отторжение, и могут появиться пятнышки. Я рекомендую делать коррекцию всегда. На бровках, как обычно, при возможности мы натягиваем вернее, кожу, для того, чтобы нам было удобнее работать. Не забываем о нашем клиенте, чтобы ему тоже было удобно. Грубо говоря, не создаем дискомфорта ни для себя, ни для клиента. Все, сделали вторую разметочку. Сейчас будем немного наносить анестезийки, и она у нас сама по себе будет проявляться. И несколько минуток можем подождать. Ну что, мы немного обезболены. Продолжаем. Сейчас нежными штрихами наносим каждую волосиночку. Коррекцию обязательно, советую, как я и говорил, но коррекцию желательно делать обязательно. На коррекцию приходим через месяц. Все мастера дают месяц, в течение второго месяца прийти на коррекцию. Я считаю, это обязательная процедура. Делаю, не знаю, через месяц. На коррекции глубина иглы не меняется, краска не меняется. Все делаем одно и то же. В принципе, это называется только коррекция.
На самом деле это одна и та же процедура, которую мы делали в первый раз. Это как обновление. Бывают случаи, когда нужно делать 2 и 3 коррекции. Вот сейчас у нас такой случай. Мы делаем 3-ю коррекцию, то есть, вернее, 2-ю коррекцию. Первая процедура у нас была уже давненько. Мы через месяц сделали еще одну коррекцию. Как видим, имплантируемая краска у нас отторгается очень хорошо. Индивидуальность организма так отторгает человека. Ничего с этим не поделаешь. Потому что мы... Своим клиентам перед процедурой я обычно советую выпить таблеточку антигистамина, легкие противовоспалительные, хорошие, и обезболивающие заодно. Это либо нурофен, либо немесил. Это для профилактики, для хорошего заживления после процедуры. То есть я понимаю, что организм сам должен бороться, да, там, с воспалительными процессами, со всем. Но в нашем случае лучше это разово сделать. Будет намного лучше заживление протекать. И будет легче организму справляться с постпериодным заживлением. Пока мы сделали первый проходик одной бровки, сейчас обезболим и будем заниматься второй бровкой. В этой бровке у нас будет еще один проходик. Я использую жидкие анестетики, смешиваю с гелевыми, чтобы капельки у нас не стекали. Мы можем его накрыть просто кусочком пленочки, вот так аккуратненько, и будем заниматься второй бровкой. Точно так же легенькими движениями, нежненькими, аккуратненькими мы делаем вторую бровку. Просто когда мы обезболиваем, больше проявляется краской, мы видим уже нюансы все, которые нам нужно доработать. Анестетик выбеляет кожу. Начали второй проход по бровке, по первой, которую уже начали реставрировать. Пока все идеальненько ложится, как обычно. Единственный момент — это неудобно работать, когда волоски начинают со своими совпадать. Сейчас прорисовываем по второму разу. Те проходим волосочки. Анестетик выбелил. Видим нюансы все, где чего не хватает, где нужно добавить, где наоборот мы уже не проходим. Хорошо, краска легла. То есть устраняем такие уже мелкие недочеты. Все это делаем тоненько, аккуратненько. Сейчас мы обезболили первую бровку, которую мы делали. Мы к ней еще вернемся чуть-чуть. Пока будем заниматься второй бровкой. Она уже обезболилась. И будем продолжать работу над второй бровочкой. Мы начинаем уже наш финальный этап. Мы уже все основное сделали. Отрисовали заново наши волосочки. Все идеальненько, тоненько, красивенько. Сейчас кое-где добавим еще по длине волосочков, чтобы у нас было идеально ровно, симметрично все. И немного растушуем, добавим теневой растушевочки вовнутрь. И все. Пишите, задавайте вопросы у нас в комментариях. С удовольствием ответим. А еще внизу появится промокод, по которому вы сможете получить хорошую скидку на продукцию Ханафи. Теперь сделаем небольшую растушевочку, легенькую. Одного прохода будет достаточно для того, чтобы создать небольшой такой внутренний 3D эффект, так скажем, внутренней густоты волосковой техники. Вот и все, друзья, наша работа закончена. Подведем итоги. Мы сегодня проделали реконструкцию бровок волосковой техники, добавили немного теневого напыления для более объемного эффекта 3D волосков. Подобрали идеальный оттеночек, который будет подходить нашей модели. При заживлении он будет мягенький, красивый, натурально будет смотреться и не бросаться в глаза, будет казаться очень-очень натурально. Задавайте нам вопросы, мы с удовольствием ответим, мы следим за этим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем до свидания, увидимся.